Вот, пожалуйста, Днепропетровская область. Пьяный мужик бросил гранату в полицейских и 5 человек ранил. И он открыл газ у себя дома, говорит, я подорву этот дом. Вот. Ну, доблестные полицейские задержали пьянчуку. А дом-то какой, смотрите. Смотрите, какие. Дом-то какой. Ну, сразу видно, человек богатый. К нему-то ТЦКшники не придут. Ну, что-то, видимо, перемкнуло. И вот давай бросаться в них гранатой. Ну, хотя бы это газифицированный дом, да. Окошко выбили. А я бачу гранату. Іди сюди. Чого? Давай, одійшов. Одійшов. Да. Руки. Ладно, подійдіть бігом. То есть, смотрите, нужно показывать, что вот этих опасных элементов с гранатами, с пистолетами, с карабинами после киевской истории задерживают. Везде, причем это вот Днепропетровская сегодняшняя история, а вот также сегодня другая история. В Киеве, представляете, мужик, 37 лет, ходил по жилому комплексу с автоматом. Значит, вчера в 23:10 в Днепровское управление полиции в Киеве поступило сообщение о том, что один из жилых комплексов по улице Каховской ходит вооруженный человек. Правоохранители установили квартиру, в которую вошел нарушитель, и задержали его. 37 лет оказался местный житель. Он пьяный тоже оказался. Он вообще снимает эту квартиру в этом комплексе. Во время обыска изъяли карабин, кольт М4, охотничье ружье, около 200 патронов, а также, предположительно, всякие нехорошие вещества. В настоящее время это все изъяли и на экспертизу. И представляете, о чудо, показали задержание этого мужика. 7-й поверх, да? Стоять. Руки! Опусти зброю! Руки назад! Руки назад, я сказав! Ну и все, и дальше они его, в общем, скрутили и прогуливаются. Ножи, вінок, СШ зброя. Ну вот, гордые трофейные фотографии. Представляете? Тут они все среди нас, но полиция нас бережет. Полиция, видите, не убегает, полиция работает. Нужно очень быстро показать после такого провала то, что, собственно, произошло. Сегодня судили вот этих 2 полицейских, которые убежали, мужчину и женщину. Значит, это вот уже приговор. Значит, приходит судья, вот этот, скажем так, частина 21 квітня 2026 року інститутів, що суддя під час переносу адміністративного вчану за участі секретаря судового засідання Касичука, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідування розташованого в місті Києві Стрельську. Ну, короче, она зачитывает, что прокуроры просят лишения свободы, и вот его лишили свободы на 60 дней. Вот этот полицейский уже, говорится, без формы, говорит, что жалко ему, что так случилось. Значит, вышел человек на меня с автоматом, начал вести по мне прицельный огонь, я начинаю отходить, потому что на открытой местности, чтобы найти укрытие, когда я совершал уход, по мне велась стрельба, я нашел укрытие, принимал меры, чтобы обнаружить, обезвредить нападающего. Мне жаль, что так получилось. Каждый день прокручиваю это в голове. Ну, в принципе, в голове не надо. Мы вчера все посмотрели запись с бодикамер, напоминать не будем. Но раскаивается полицейский. Ну и все.
Все. Жалко, каждый день кручу в голове. Ну а что делать? Что делать? А вторая полицейская, которая тоже была в наряде, рассказала много интересных подробностей. Ну, во-первых, она оправдывалась, говорила, я вообще никого не видела, я вот там шла за аптечкой, началась стрельба, я вообще не поняла, что произошло. Я взяла ключі, а з машини забрала планшет, щоб його залишити в автомобілі, щоб він не заважав нашій роботі. Злодія на місці не було, як пишуть звинувачення, що ми прибули, постріли і там все таке інше. Злодія на місці події в той час не було. Ми запитували у людей, бачили, не бачили, як виглядає, куди пішов. Нам ніхто не мог дати відповідь на це питання. Взяти хлопчика з собою я не могла, тому що, ще раз повторюю, це... Не повторюй, скажи, будь ласка, після того, як Я відійшла буквально, я не знаю, метрів 30, і я почула постріли. Я не знаю, що відбувається, звідки постріли. І, звісно, що я буду шукати укриття. Я не бачила самого стрілка, я його тісно не бачила, тому що я була вже досить, на відстані. То есть она была далеко, говорит о том, что она не может достать пистолет, стрелять на звук, то есть она услышала выстрел, обернулась, чтобы сориентироваться, мальчика не могла с собой взять, вот этого раненого. Ну, в общем, рассказывает, как дело было. Я його не бачила, я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, де я не бачу, начебто на звук, або я. Деякі кажуть, треба було в повітря стріляти, але вибачте, там багатоквартирні будинки. Багатоповерхові, люди стоять в вікнах, люди стоять на балконах і можна, ще когось вбити, не дай Боже. Кожну хвилину я думала про цього хлопчика. Кожну хвилину я думала про те, як мені повернутися і забрати його. Повірте, я сама мати, мені дуже важка ця історія. Кожен раз, коли я про це говорю, вибачте, я заспокоюся. Кожен раз, коли я про це говорю, я плачу. Скажіть, будь ласка, ви встигли дійти до вашого транспортного засобу? Ні, я до нього не дійшла. Ви знайшли укриття? Так, це було безпечне місце, і Що далі відбулося? постріли вже закінчились. І я пройшов невеликий проміжок часу, може хвилина, може менше. Я намагалась повернутися, але під'їхав на той час вже допоміжний екіпаж 102-й. Вони заїжджали з іншої сторони, і вони хлопчика підібрали, і вони передали мені в руки його, особисто в руки. Я з ним пробула до приїзду швидкої допомоги. Я була поруч з ним. Він задавав питання, де моя мама. Я не могла розказати, що мама твоя жива, не жива. Я не знала, що з його мамою насправді. Я дуже сподівалася, щоб вона була жива. Я йому говорила, що ми робимо все, хлопці зараз роблять все, щоб звідти достати твою маму. Ну, в общем, ужасающая история, конечно, если прокручивать это в голове. Мальчик-сирота. И папа, и мама, в общем. Вот об этом мальчике, да, которого там подъехал другой экипаж, отдал ей, и они там с ним сидели, пока ждали скорую. Ужас, конечно. Ужас. И понятно, что она там эмоционально это рассказывает, но тут возникает другой момент, да. Вот это вот вся вот мода вот эта, да, вот эта вот мода, там, женщина-полицейский, еще там кто-то, понимаете? Я не сексист, и я понимаю, что там эмансипация, все дела, но давайте будем откровенны. То есть она себя плюс-минус более достойнее вела, чем этот здоровый лоб, который дёру дал. Говорит, я был на открытой местности. Ага, вот куча припаркованных машин, куча всего, а он прям дёру дал, прям чкурнул, прям пятки засверкали. То есть я не сравниваю его и ее. Я не хочу... Она, как бы, понятно, у них нет протокола, они не выполнили протокол. Но почему так происходит? Она же потом уже не перед судом, да, как бы оправдываясь, потому что она понимает, что сейчас в тюрьму, а у нее тоже ребенок, да, то есть она рассказала немножко больше, почему так получается. Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти з 19-го року. А чому саме вас відправили на керівник? Я скажу, тому що зараз в патрульній поліції міста Києва нестача особового складу більше 60%. Не хватает на 60, более 60% не хватает по штату полицейских в городе Киеве. Кто знал об этом? Кто-то знал? Она не полицейская,
ну, вот это не Пепса, вообще у нее другая работа. Их просто потому, что кому-то патрулировать надо, берут вот это вот и гоняют по кругу, как у врачей, дежурство. І нам, поліцейським, які працюють в апараті, забезпечують діяльність, кадрове, аналітичне, заходити на лінію. Патрульний поліцейський інспектор відділу виходить зараз на лінію. Ми, звісно, намагаємося зробити так, щоб наша служба була десь на близькі, на мосту, прикриття якесь або що. Тому що, розумієте, інспектор роти, інспектор відділу – це трішечки різні люди. Так, навики є, але і в той день так воно і відбувалося. В той день я була на підсиленні, ми забезпечували поминальні дні, я була на Байковому кладовищі, десь приблизно в 3:30, напевно, може в 3 години дня. Нас зняли і ми поїхали на лінію. У вас була аптечка? Звісно, але вона була в машині. У нас була аптечка, так. Да. Аптечка была, она за ней шла, как говорится, в машину. Вот такая вот история, вот такие вот подробности. То есть, оказывается, полицейских не хватает, засовывают там каких-то, ну, там, аналитиков, ну, полиция это все-таки большой штат. И их вот суют, и вот она, и, конечно, она не сориентировалась в том, что происходит. А по поводу этой Дудина, это ее фамилия, да, этой, не успел глянуть, что там суд решил по ней, может, отложили, перенесли. Ну, а мужика, как бы лба этого, который бежал, которому жаль, его на 60 суток под стражу. А вот она, ее жаль не в том смысле, что там она там что-то не, там, она стала жертвой вот этой обстоятельств и жертвой системы. Во-первых, она стала жертвой системы, когда ее отправляли там патрулировать кладбище в поминальные дни, вот это вот все, хотя у нее работа другая. Эта система так работает. Это бардак и развал. Это раз. Во-вторых, она стала жертвой системы, потому что на ней и на вот этом бугае, другом менте патрульном, отыграется система. Они, видите, как зарабатывают баллы. Они сейчас штампуют видео, как они всех задерживают, как они вот это все, какие героические, какие бодикамеры, все видео снимают, понимаете, расследуют, хватают. Правопорядок, чтобы никто не нарушал, чтобы с оружием дураков было меньше. А этих надо наказать. Роль у них быть жертвами. Хотя они, оказавшись в этой ситуации, как оказалось, ни черта не умеют. Но это не их вина глобально. Нет, точечно, конечно, их вина. Они неправильно поступили. Но вы же видели, там вчера показывал на бодикамерах, что он ей командует, типа, пойди аптечку возьми, пойди то. Услышал выстрел и чухнул, дёру дал. Понимаете? То есть он, видимо, над ней был старше, и он руководил процессом вне протокола. Поэтому он сядет, с ней непонятно пока. Но то, что полиция теперь по-другому воспринимается людьми, это однозначно. Вот, пожалуйста, полиция в Киеве в том же, без ТЦК, пакует парня. Положи! Надо душать! 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 Ты не кричи, ты их тут тебя душат. Смотрите как, ты не кричи ты. Потом люди подошли. Давайте всі разом підійдемо. Що сталося? Що сталося? Я не знаю, він не кричить, я прошу. Так а за що ви його задержали? Просто людина тікає. От чого? Документи його просить, він б'ється і кричить. А що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Ей! Що ви робите? Що ви робите? Алло! Що ви робите? Викликайте поліцію! Викликайте поліцію ще! Та викликайте ще! Ну, понятно, почему он кричит. Понятно, почему он кричит. Он привлекает внимание, он нагоняет жути, он... ну, понятно, почему он кричит. Но они решили, ну, как бы, подзаработать. А что вы за ним гоните? Он же ж убегает. Его догнали, он, типа, дерется, отбивается. Надо для установления личности потягать его по земле. Ну и люди выходят, говорят, ребята, это ментовский беспредел, что вы творите? Що ви робите? Отпустіть людину! Не руку. Що він робить? Викликайте другу поліцію!
Що ви тягнете його? Ходіть, що робите? За що ви його? За що ви його? За що ви його тягнете? Вообще, конечно, очень растет количество таких людей, которые, ну, теперь не безразличны. Не безразличны. Этих людей правда много. Это вот прям действительно люди сейчас объединяются. Они понимают, что они не могут действовать вдвоем-втроем, но они собираются впятером, шестером во дворах, когда это происходит. И они прям дают отпор. Прям они сами рассказывают. Я знаю таких нескольких людей, которые там женщины, говорят, да, я женщина, но я боевая. У меня вот вообще муж у меня на фронте. Ну а я вот это вот вижу несправедливости. Вступаю с ними, да, иногда получаю струю газа в лицо, да, иногда другое получаю, да, иногда получается, иногда не успеваешь, иногда там ловчее вот эти людоловы, но тем не менее, люди начинают объединяться против этого ужаса. Люди начинают потихоньку уже не бояться, там раньше как, ладно, ТЦКшникам там могли с ними там потягаться, ну, как бы полицию, вроде это ж полиция, это же как полицейского целого там вот оттолкаешь или там при исполнении. Нет, потому что вот цена этой полиции, как в Одессе. Отследили, прессанули, 50 тысяч потребовали. Вот так вот и они работают. Вчера я вам показывал флеша, которому дрон прилетел в дом. Сегодня он показал, что дрон таки прилетел в дом. Потому что реально все так посмотрели, странная какая-то история. Ну, он так немножко опухший лежит, то ли в вытрезвителе, то ли с головой перемотанной. Может, упал, споткнулся, может, что-то за сбор непонятный. Вот так вот выглядит его дом. По крайней мере, ну, вот это он опубликовал то, что от него осталось. Вообще, конечно, странно, там, видимо, ремонт шел, я так вижу, и по ведрам, и по всему на свете. Насколько он был жилой, непонятно, но он обустраивался. Все-таки все там кирпичный забор, все как положено. В Броварском районе, собственно, дом у советника министра обороны Федорова, это машинка сгоревшая, тоже во дворе, получается, этого дома. Получается, что остался он без жилья, поэтому, собственно, думаю, Стерненко все-таки подкинет какой-то, как коллеге ему сбор. Параллельно с этим также сегодня стала известна очень такая специфическая новость по поводу крупного рогатого скота, ну не только Стерненко, а и крупного рогатого скота. Так вот, на Житомирщине сообщают о том, что массовый мор, госпредприятие Рыхальское прячут последствия в Звягельском районе Житомирской области. Значит, это государственная история, это фонд госимущества. Сообщает о том, что скот мрет. Значит, скандал по этому поводу. Глава профсоюза предприятия, значит, говорит, что ничего не нашли. Местные жители обнаружили скотомогильник, куда, как утверждается, с зимы свозили туши животных, погибших от голода. То есть, вдумайтесь, скотомогильник местные обнаружили. Фонд, то есть государственное предприятие, от голода помирали коровки, и их туда сбрасывали. Селяне опять обратились в полицию, в правоохранительные органы. Преступление, мол. Уже Господребслужба, там чиновники прикрывают. Видно, что прикрывают своих. Ну и по словам местным, уголовное производство и по факту применения неизвестными людьми боевого оружия против безоружных граждан, пытавшихся спасти этот скот, не получили должного расследования. Дело было как? Люди же видят, что коровки умирают, и думали как-то подкормить, спасти. Ну, все же охраняется. Охранное агентство. Ну и, в общем, применяли оружие. Скандалище жуткий. И тоже на фоне вот этого скота. Также по поводу раскопок сегодня стало известно, что стартовала таки, значит, польско-украинские, ну, в общем, раскопки, поиски Волынской резни, Волынской области. Братскую могилу нашли. Сразу вот в первый день буквально польско-украинских вот этих мероприятий. Раскопки провели на месте бывших сел Островки и Воля Островецкая. В августе 1943 года населенные пункты тогда на них нападали.
И, в общем, большинство жителей погибло, а сами села были сожжены. Институт нацпамяти пишет Польше, что это совершили украинские националисты, то есть бойцы украинской повстанческой армии. Ну вот вам такая Буча, да, только сколько там, больше 80 лет, как от роду. А люди тем временем дуреют. Не только мужики бухают, пьют, а и матери уже продают своих детей. 6-летнего сына на этой же Волыни, где вот новость про раскопки, значит, 6-летнего сына мать продала за $25 тысяч. По данным следствия, после развода женщина жила с младшим ребенком, а 2 старших детей остались с отцом. Чтобы не заниматься воспитанием ребенка, она решила его продать. Ну, мужчина, с которым она договорилась о этой сделке, сообщил в полицию. Во время того, как отдавали деньги, ее, в принципе, и задержали. Женщине сообщили о подозрении, ну и мальчика отправили в приют. То есть ни мамы, ни жизни, ни денег. Вообще, конечно, ужас какой-то. Куда катится украинское общество? Ужас! Смеялись раньше цыгане воровали детей. Нет, цыгане на другом уже поднимаются давно. Вот, пожалуйста, город Ровно. О, ще поднялись цыгане. Мешками конфеты с кладбища тянут. Потом домой приносят, смотрите, перебирают, фасуют, радуются. Вот это вот я понимаю. Нормальный подъем. Поминальные дни сегодня. Традоница, да, ну, по дате, да, воскресенье следующее, Красная Горка. И, как вы понимаете, что, в общем, вот такая вот обстановка. Вообще, внутри очень много криминала, очень много преступности, очень много, на самом деле, тяжелых историй. Вот одна история от девушки, которая рассказала, как она с мошенниками встретилась, когда границу пересекала. Зараз я вам розкажу, що ж зі мною трапилось на кордоні, і щоб ви просто були дуже уважними і на моєму досвіді, і на досвіді інших людей, які мені теж написали свої історії, навчилися і реально ніколи нікого не брали до себе в машину. До мене, я стояла в черзі на кордоні, черга була дуже велика, підійшло пара людей, дорослих, десь 55, плюс-мінус 55 років. Пристойні виглядали все. Чи провезете дружину, запитує чоловік, просто перевезти кордон. Смотрите, очередь на границе автомобильная. Ну, как бы идешь пешком. Но типа тяжело, пенсионерка, ну, тяжело, подкиньте. Ну, хорошо, подкинем, конечно, там же идти. Ну, ничего страшного, все украинцы, все же друг за друга. Кажу, та провезу. Там вже, типу, висадити її одразу з кордону. Добре, ну, які питання? Та всі ми люди, та, треба допомогти. Сідаємо їхати, ми дуже довго стояли, ми трошки розговорились, познайомились. І я кажу, то вас там діти зустрічають з цієї сторони? Вона каже, ні, чоловік в мене просто на польських номерах і польські документи, і ми зараз з вами пересічемо кордон. Просто він там ззаду в черзі, ми з вами пересічемо кордон, і він на польських номерах із польськими документами пройде швидше. Як швидше, я вже подумала собі, тому що там одна черга для всіх, і я чула, що люди там теж з іншими громадянствами просто залишалися так само в черзі, як всі там українці, не українці, неважливо. У мене вже такий трошки дзвіночок, що це таке, чоловік не їде зі своєю дружиною, лишає в когось машині, ну дивно, правда? Вона всю дорогу там обдивлялась, що в мене де, як, ну, що де лежить, ну, одним словом. Хотіла щось випитати, чим я займаюсь, хто мої батьки, ну, щоб я не знаю чому. І тільки ми пересікли український кордон, все без питань, пересікаємо, коли пропуск польський. Спочатку одна, ну там типу дві точки. Одна точка польського кордону, потім наступна. І як тільки ми перейшли перший пункт, там де поляки ставлять і водію, і пасажирам відмітки про те, що вони перетнули кордон, почалась розігруватися сценка. Тому що на наступному вже кордоні там лише машину і водія, там вже пасажирів не перевіряють. Почалась сценка, вона до того один раз говорила по телефону, і я чула голос в слухавці. А це... Вона сама, їй типу подзвонили, але звуку дзвінка не було, вібрації не було, і вона говорить в телефон, а так, алло, та, і я чую, ніякого немає, і вона сама, ну, якби з собою говорить. І вона, та ти що, як це може бути? Поняла, хорошо, така розмова. Кладе трубку і каже мені, чоловіка зупинили ТЦК. О как! То есть это он переехал, поляк с польскими номерами, а его на украинской стороне остановили ТЦКшники. Я кажу, та як його могли зупинити ТЦК, як у нього польські документи, все по-польськи? Та це ж не знаю, будемо дивитись, типу. І вже починається розкручуватися ця сценка, і що вона дзвонить, ой, а я ж без ключів, я ж навіть як я додому попаду, що ж я буду робити? Як же я поїду? А потім, та я ж вас не буду ждати, поїду до Варшави. Але ж як я поїду?
І типу їм хтось там в телефон щось каже, точно, буду Олечку просити. Ну, бо ж ми познайомилися, вона запитала, куди я їду, я казала, що я Варшава, вона мені сказала, що вона теж в Варшаві. Буду просити Олечку. Повертається на мене, дивиться, Оль, ви ж мене повезете? А я вже чую, що там щось дуже неладне. Ну, бо вся ця така історія, вона дуже мутна. І я кажу, ні, ми з вами про це не домовлялися, нікуди я вас вести не буду, я вас залишаю. Я кажу, давайте залишу вас прямо тут на кордоні, будете чекати чоловіка. Та ні, що його чекати, він же ж тут, на кордоні. Вже він, це його польські прикордонники. Тільки що було ТЦК, щось, вже якісь польські прикордонники, ну якесь таке щось непонятне. І мені вже так робиться недобре, кажу, я вас тут залишу, далі вас вести не буду. Ні, висадиш мене там за забором, як домовлялись. І я кажу, хорошо, але в мене, вже, я думаю, з цим треба щось робити, я не хочу, тому що забор і одразу поле, глуха ніч, нікого немає, якщо нам навіть за забором попшикає щось в лице, я не знаю, щось зі мною трапиться, да, мене ніхто не помітить, ніхто не поможе, бо темно, просто нічого не видно. Ми коли домовлялися, це був обід, я не думала, що це буде, затягнеться, я була дуже довго на кордоні, дорога з Києва до Варшави мене зайняла в цей раз 21 годину, 10-11 годин я була на кордоні, я дуже швидко їхала до кордону, та й після, одним словом, дуже довго я була на кордоні. І переді мною стояв чоловік дорослий в черзі. Він не українець, тому що він навіть російською розмовляв такою ламаною. Але він добрий і такий, розполагаючий. Я до нього підійшла, і я, це вже 4-й пункт, прикриваюсь, що кажу, тут треба капот відкрити. Хоча ми це все робили, там це все ясно, але до неї, бо вона дивиться, що я роблю, про що я пішла говорити. І я до неї стала спиною, пояснила ситуацію, кажу, що мені просто страшно, я боюся, бо вона зараз попросить мене десь висаджувати, я боюсь, що в полі хтось вже стоїть, чекає мене, там її колеги. І він, я поняв, як забивши суму денег, мені її декларувати, я не буду читати, говорю, нічого, вона почекає, в неї історія, що чоловіка ж тримає. Він, хорошо, я візьму. Зачем ти її взяла? Улыбається так, як по-батьківськи, так, знаєте, пожалів. Я їй підходжу, кажу, ви поїдете з цим чоловіком. І вона каже, добре, я вас познайомила, все, пішла, сіла, мене все колотить, і вона підходить до мене через там декілька хвилин. А чого ти мене з машини викинула? Я собі подумала, навіть людина, яка без нічого, вона б не підходила вже, вона, може, образилась, там ще, чого ти мене з машини викинула? Кажу, я ж вас не викинула, я за вас домовилась, поїдете з чоловіком навіть швидше, у вас же ситуація, кажу, ви швидше поїдете, прийдете. Та чого ти? Та в мене ж з документами все добре. Ось дивись, і карта побиту в мене є. І ось мій же ж паспорт, я ж все показала, все добре. Тобто я думаю, якщо б людина була не зацікавлена. Ну, в общем, длинная история. Короче, схемы на, скажем так, схемы там действительно. Ты пересекаешь, выбирают вот эти типа пожилые люди, машины покруче, девочек прикрученнее такие, более-менее состоятельных на вид, смотрят, что в машине, смотрят где, высади меня вот там, а то, видите, муж не доехал, его там то пограничники, то ТЦК, и подобных схем очень много. Как раз-таки потому, что люди падки на вот такие вещи, поэтому аккуратнее при пересечении границы. Видите, как даже на границе, даже на выходе вот уже, я имею в виду тема официально, кто может, выезжает, едет, там женщины, девушки на машинах, даже их принимают. Вообще в мире ситуация располагает к тому, чтобы сходить с ума. Вот, например, киевские мусорщики взяли и подняли тариф. Тариф с 1 мая 2026 года процентов на 15 вырастет. 38 гривен на одно лицо, которое в многоквартирном доме. Такие в горстрой, обслуживает. С 1 мая другие там повышают. Все повышают. А что, спросите, произошло? Что произошло? Как? Госдолг в Америке растет, ситуация нестабильная. Опубликовали интересную инфографику, кто держатели этого госдолга. Из 39 местные всякие компании, публичные, публичный долг. Иностранные 9,3 триллиона. Больше всего в Японии, Великобритании и Китае, конечно же. А всех остальных видите, другая доля. Поэтому все как положено. Растет госдолг, Трамп куражится, поэтому надо цены на мусор поднять. Ему, правда, пытаются как-то американцы внушить, что Дональд, может, хватит, заканчивай уже войну в Иране. Даже митинги прошли в Вашингтоне, во время которых правоохранители арестовали десяток военных ветеранов США и их семьи. Прям арестовывали. В Кеннон-хаус, недалеко от Капитолия, прошли эти протесты, ветераны выходили американские. 62 человека арестовали, по меньшей мере. Протестующие держали красные тюльпаны в знак уважения к иранцам, развернули баннеры с требованием прекратить войну против Ирана,
Они также провели церемонию складывания флага в память о 13 погибших официально на американских базах и скандировали антивоенные лозунги. Участники требовали спикера Палаты представителей Джонса, а тот отказался, к ним выйти, чтобы он не финансировал военную операцию против Тегерана. Ничего, 62 человека арестовали. Чего так? Пресса вообще пишет удивительные вещи о том, что во время войны с Ираном вооруженные силы США сильно истощили ключевые запасы ракет, и их восполнение займет до 5 лет, сообщает CNN. Согласно оценкам, США использовали примерно 45% ракет точного поражения, 50% перехватчиков системы ТHAAD, почти 50% ракет Patriot. Другие системы, такие как Томагавк, ракеты большой дальности, сильно сократились процентов на 20-30. CNN отмечает, что вскоре начнется новый конфликт. Да, это краткосрочный риск, особенно против такой крупной державы, как Китай. Один из экспертов предупреждает, что открыто окно повышенной уязвимости, запасов больше недостаточно для ведения крупномасштабной войны, а восполнение займет от 3 до 5 лет, потому что медленные сроки производства. А зато министр обороны Эстонии есть и такой, заявил о том, что простите, Ханно Певкур расписался в том, что поставки хаймарсов, боеприпасам к хаймарсам, по крайней мере до окончания войны в Иране, уж точно приостановлены. Он предупредил, что приостановка продолжится. Эстония может пересмотреть свои вообще планы закупок вооружений, искать где-то альтернативы, хотя в настоящее время у них достаточно противотанкового оружия. Но проблемы с джавелинами тоже большие. Самого Трампа внутри Америки, так-сяк встречают на его любимом телевизоре. А сейчас с нами тетя Кристин. Тетя, что бы вы хотели сказать президенту Трампу? Давай, Трамп, твой чертов папочка. Увидимся позже. Мне нравится твой стиль. Давайте, пожалуйста, немного успокоимся. Вы юрист? Кто вы вообще? Из какой вы страны? То есть абсолютный покерфейс, темнокожая тетушка вызверяется прям в камеру, как отрешенный какой-то Трамп. Вот такая вот прямая, почти как прямая линия с Путиным, понимаете, произошла. Конечно, это что-то невообразимое, это же прикол какой-то, глобальный прикол. Трамп говорит, что все хорошо. Сейчас мы контролируем ситуацию на улицах. Мы не даем им ничего получить. Вы знаете, из-за нашей блокады, перекрытия Ормузского пролива, они теряют по 500 миллионов в день. 500 миллионов в день теряет Иран. Мы ничего им не предоставляем. Более того, сегодня сообщили о том, что судно приняли. Министерство войны говорит, что в Индотихоокеанском регионе провели специальную операцию по задержанию санкционного иранского судна без флага. В течение ночи силы США провели абордаж санкционного судна в зоне ответственности Индопаком без происшествий. Мы заявляли, что будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства. Ирану нет места и в Индотихоокеанском регионе. Даже там. Видосики красивые, льются рекой. Смотрите. Захват судна. Вот танкер. Подсанкционный. Пустой, но подсанкционный. Иран, конечно же, уже отреагировал и увязал это, конечно, с переговорами. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, блокада иранских портов, говорит, является актом войны, следовательно, нарушением режима прекращения огня, нанесение ударов по коммерческому судну и взятие экипажа в заложники – еще более серьезное нарушение. Иран знает, как нейтрализовать ограничения, как защитить свои интересы, противостоять давлению и запугиванию. Знает, значит, будет делать. Перед эфиром пришла
новость о том, что никаких переговоров не будет с вами в Исламабаде. Кушнер и Уитков полетели не в Пакистан, а в Вашингтон, хотя вчера еще сообщали, что Венс там засобирался, засуетился и уже летит в Пакистан. Но официально, по крайней мере, по состоянию на сейчас, вроде как не едут иранцы, пока пролив не разблокируют. То есть они давят, они достаточно серьезно давят, а нефть отстреливает вверх, причем очень симптоматично. Возобновление переговоров между США и Ираном под угрозой срыва, и вот Нью-Йорк Таймс утверждает, что поездка Венса в Исламабад тоже отложена. Дипломатический процесс может приостановлен быть, если Тегеран не отреагирует на новое предложение Америки. Иран же говорит, что не будет участвовать в переговорах, пока блокада. Ну и, соответственно, нефть Брент снова выше сотни. А Европу трясет. Выходит даже такая, ну это очень знаковая на самом деле, я хочу, чтобы вы послушали, такая фигура, как глава Европейского Центрального банка, Лагард. Примерно треть удобрений поставляется через Ормузский пролив. И сейчас это тоже под угрозой. И это важно, особенно в южном полушарии, где идет посевная, а значит, удобрения там критически необходимы. Нет, я говорю это не просто из интереса к сельскому хозяйству. Напомню, я сама была министром сельского хозяйства Франции в течение 1,5 месяца. Но сейчас это важно для меня уже как для центрального банкира, потому что если цены на продукты питания существенно вырастут, это будет не просто рост цен на еду, это повлияет на инфляционные ожидания. А мы знаем, что люди особенно внимательно следят за двумя вещами. За ценами на продукты питания, сначала на сырье, потом на переработанные товары, и за ценами на топливо на автозаправках. Итак, есть 3 косвенных последствия того, что происходит сейчас в энергетике. Если перебои сохранятся достаточно долго, мы перейдем от простой коррекции цен, с которой сталкиваемся сейчас, к нормированию, и это уже будет иметь совершенно другие последствия. Нормирование. Грядет нормирование. Норма. Сколько тебе чего потреблять? Сколько тебе объемов потреблять. То есть не столько, сколько ты можешь купить или заплатить, а сколько тебе положено. Норма бензина, норма там электроэнергии, норма продуктов. Более высокие цены сами по себе носят инфляционный характер. Дефицит напрямую бьет по производству и в целом хуже для экономического роста. Пока что мы видим лишь ограниченные признаки сбоев в цепочках поставок, как в мире, так и в зоне евро. Но локальное напряжение уже заметно. Цены на авиационное топливо примерно удвоились с момента начала конфликта. И в ряде отдельных аэропортов Европы с начала апреля уже введено нормирование. Я сейчас говорю не о том, что происходит в остальном мире. Я только что вернулась с весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. И, как и многие из вас, я общалась с коллегами из Азии, в частности, из стран с низким уровнем дохода и развивающихся экономик. Их ситуация намного тяжелее нашей. Они уже переходят к нормированию. У них тяжелее, конечно, не развивающиеся экономики. Они уже переходят к нормированию. А к нормированию Европа, ну вот она уже рядышком. То есть это, на самом деле, если перевести на такой более простой, понятный язык, ну все, приплыли. Приплыли. Крах, то, что там эксперты там в моих эфирах, в разных эфирах называют крах, норма. Норма. Теперь будет во всем. И в продуктах в том числе. Недаром она назвала тему с удобрениями. А уж другие ресурсы тоже. А кто это все сделал? Трамп. Именно Трамп. Почему? Потому что лобби у него еврейское, лобби именно то, которое там толкает Трампа на это. Но по поводу самого этого лобби стоит отдать должное. Мы показывали в шуме, что вчера там разбили крест на юге Ливана, вот они его восстановили. Не такой, как был, но они считают, что лучше. Все, принесли извинения, что вот там солдат куражился и вандализмом занимался, поставили на место какой-то другой крест. Потому что
смотрите, в такие праздники, все-таки праздничная неделя, да, там, после Пасхи, следующая неделя, поминальная, в общем, все равно там до Троицы это считается все равно Пасха, 40 дней. Все как-то немножко опешили от того, что делает Израиль. Но человек, который выступил против Израиля, сейчас начинает выступать уже против и Трампа самого, хотя вчера он его поддерживал. К своему другу пришел Такер Карлсон на подкаст. Хорошо поговорили. Ты и я, и все остальные, кто его поддерживал. Ты писал для него речи, я вел для него кампанию. Мы все в этом замешаны, это точно. И недостаточно просто сказать «я передумал» или «это плохо, я выхожу». В каком-то смысле да, но по сути нет. Ты, я и миллионы таких же людей — вот причина того, что происходит прямо сейчас. Да, и думаю, сейчас как раз момент разобраться со своей совестью. Понимаешь, нас это будет терзать еще долго. Меня точно. И хочу сказать, мне жаль, что я вводил людей в заблуждение. Это не было намеренно. Вот и все. Но вопрос возникает сразу, что это вообще было? Это всегда было планом. Не хочется звучать как конспиролог, но ведь сигналы были, мы это знаем. Просто не хотели видеть. Это, я почему вот вам даю его сегодня, это раскаяние Такера Карлсона. Это покаяние. Он говорит, я вводил вас в заблуждение, когда призывал голосовать за Трампа. Но я сам заблуждался. Просто извинений мало. И он говорит, в чем же причина? Причина в деньгах. Причина элементарная. В деньгах. А был ли вот это то, что сейчас происходит изначально, этот план, когда, получается, Такером и многими другими попользовались и выплюнули ради достижения этой цели? Судя по всему, да. Есть масса людей с низкими моральными качествами, которые поднимаются наверх. И честно, сейчас это почти норма. Я и сам думал о своем характере. И, наверное, он у меня тоже не особо высокий. Понимаешь, ты стараешься делать все как лучше, но потом смотришь назад на последний год-полтора и думаешь, что это вообще было? Это действительно был план? И это кажется еще хуже. Если копнуть глубже и спросить, кем был Батлер? Как так вышло, что Райан Руд, ведь на него было совершено 2 реальных покушения? Мы вообще когда-нибудь доберемся до сути? Ты много об этом говорил, но дошли ли мы до дна? Я тоже об этом думал, и не знаю ответа. Но знаю одно, эти расследования блокируют. Меня самого блокируют, с самого верха. Люди, у которых есть власть докопаться до истины, просто этого не делают. Да, очень похоже на то. Огромные деньги, которые он получил от Мириам Адельсон, уже тогда казались многим подозрительными. Но знаешь, в политике вообще крутятся огромные деньги. Чтобы баллотироваться в президенты, нужны колоссальные суммы. Черт возьми, верблюжий палец сжег 2 миллиарда за 4 месяца. Так что да, есть аргумент. Берешь деньги там, где их дают. Но сама суть этой игры отвратительна. И остается большой вопрос, почему человек, у которого есть очевидная и доказанная лояльность к иностранной державе, дает Дональду Трампу $200 миллионов во время президентской кампании? Как это вообще можно оправдать? Если бы Россия дала суперкомитету поддержки Трампа такие деньги, если бы, условно, мэр Москвы собрал огромную сумму и направил ее на кампанию Трампа, это было бы приемлемо? Конечно, нет. Так что все снова упирается в деньги. Что они получили взамен? И понятно, да, можно сказать, нет, конечно, я с этим не согласен. Но учитывая его поведение, его нелояльность и жесткость даже к своим прежним сторонникам, почему он не проявит такую же нелояльность к Мириам Адельсон? Вот в чем вопрос. Потому что единственные, кому он действительно был лоялен, это неоконы и его доноры. Да, неоконы и доноры. Неоконы и доноры – это единственный, кому лоялен Трамп. К тому, с кем его связывают денежные прежде всего отношения. Их не выгоняют как Такера, их не выгоняют как любых других. О них вообще никто не говорит, потому что они давали крупные суммы и были связаны с интересами того же Израиля во время его предвыборки. И об этом знали, говорили, но тогда же это выглядело совсем по-другому. Вот и Такер покаялся, между прочим. Вообще, конечно, после таких вещей, таких вот прозрений, закурить хочется, да? А нечего, потому что новости королевства, новости сюзерена сейчас будут для всей Украины, потому что в Великобритании вводят пожизненный, внимание, запрет на покупку сигарет и вейпов для тех, кто родился, внимание, после 1 января 2009 года. Власти хотят вообще нарастить вырастить свободное от сигарет поколение. То есть, если ты 2009 года рождения, то все, вот такой вот запрет. Зачем тебе сигареты?
Не надо. Не надо. Здоровеньким умрешь. А умереть, судя по всему, придется, потому что все идет вообще к какой-то большой и серьезной войне. Серьезнейшей войне. Мирового масштаба, где втянуты будут все, и все повоюют. В Европе до 70 лет резервистам написали, что они должны, собственно, быть на учете, да? То есть в Германии конкретно. Там все говорят, все милитаризуются, все говорят, что они должны быть вот такие, эдакие и готовые воевать. С кем? Ну, конечно, с Россией. Но там поди разбери еще, вполне может быть, что и между собой. Но завершить сегодняшний шум я бы хотел вот этой фразой тайванца. Там же тучи над Тихоокеанским регионом гуляют, такие достаточно серьезные. Так вот, молодого тайванца спросила там журналистка о вопросе, вот и все. Ну, типа, готов ли ты вот там защитить Тайвань, если война с Китаем вдруг? Ответ был феноменальный. Потому что, честно говоря, вопрос не в том, хотим мы воссоединиться или остаться независимыми. Вопрос в том, что на кону сейчас наши жопы. Давайте будем реалистами. Если кому-то придется воевать, то погонят нас. Можно сколько угодно швыряться политическими лозунгами вроде «Дадим бой Китаю», «Защитим Тайвань». Но если я завтра умру независимым и гордым тайваньцем или китайцем, какая разница? Никакой. Хоть американцем или японцем, какая разница, кем ты подохнешь? Но пока я жив, я это ценю. Для меня это самое важное. Так что, извините, но мне что-то неохота воевать с Китаем за Тайвань. Это все шняга, идеология, предвыборная риторика. Шняга, идеология, предвыборная риторика. Мысль великолепнейшая. Какая разница, каким я умру? Ну, то есть, в этой войне. Русским, украинцем, европейцем, не знаю, молдаванином. Ну, если я умру, это другое поколение с другими мозгами. Но мы, получается, этому поколению оставляем войну. То есть Зеленский оставляет войну этому, и вот разгребать вот эти авгиевые конюшни, вот этот весь позор. Видите, как начали с поколений и заканчиваем поколениями. Какой молодые у нас руководители. Вот видите, они точно победят. Всем там 40 лет Буданову, 48 Зеленскому. А, вот это я понимаю. Вот это вот что называется. Ой. Подведем итоги опроса. Кто вообще из переговорной группы, у кого язык повернулся, предложить Трампу устроить Донниленд? Как вы считаете? По 18% у Кислицы и Буданова, 28% у Арахамии и 36% все-таки вы думаете, это Умеров, как глава переговорной группы. Это была их фишечка, чтобы чаще встречаться и рассказывать про Донниленд. Хотя так вот, если глядя на Умерова, я думаю, что таки Арахамия, но это мое личное мнение. Понятно, что нам не расскажут многоуважаемые, свои источники, многоуважаемые журналисты, но тем не менее. Вот такая вот история. Пробежимся по-быстренькому по вашим вопросам, уважаемые друзья. Спасибо всем большое за то, что присоединяетесь в режиме Блиц. Время позднее, понимаю, но вот давайте чуть-чуть, скажем так, уделим время. Клуб зрителей Шелеста, значит, поехали. Александр, добрый вечер. Дмитрий задает вопрос. Вопрос из Петербурга. Скажите, как вы видите вопрос окончания братоубийственной войны? Я не хочу манипулировать. Это нужно заканчивать. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо, ответ. Каждый день, говорю Дмитрий, каждый день, что надо заканчивать. И все-таки есть... Вот, смотрите, у войны есть инерция, у мира тоже есть инерция. И вот если закончить войну, пооткрываются пункты пропуска, начнем ездить друг к другу, хотя бы имеется в виду украинцы там к украинцам, а это ведь все равно это все как бы обрастет, и я уверен, что заново ничего не начнется, если правильно и грамотно закончить. Переговорами. Санкт-Петербург смотрит, бывает в Крыму ежегодно. Щелкино, Казантип, передаю приветы. Ой, спасибо большое, Дмитрий, за Щелкино, Казантип. Особенно за Казантипом. У многих сейчас ностальгия. У всех тех, которые отрывались и радовались под гимн Казантипа вот этих нулевых годов, да, крутят колени. А классно танцевалось. И мероприятие какое было, и популярность бешеная, и все об этом знали. Вот бы повторить. Вот это вот надо говорить. Можем повторить. Это об этом надо говорить. В Крыму, Казантип, а? Да уж. Поэтому все закончится, пока живы те люди, которые помнят.
Так, смеются тут люди над Зеленскому и перхоть. Ну да, политическая перхоть, что тут скажешь. Так, ну из Сальвини он с первого дня СВО говорит, что воевать против России самый тупой бред. История доказывала много раз. Ну да, правда, есть. Высказывание о Зеленском тоже у него. Вопрос от Светланы. Так, вы как русский человек с украинским паспортом, живший, работающий долгое время в Украине, знающий культурный код, менталитет украинцев, полагаете, что сейчас могло быть помочь простым людям Украине, которые не хотят воевать, протестуют против этого затворничеством в домах, выезжая при любых возможностях, слушающих запрещенные передачи, продолжающие читать книги, чем можно было бы им помочь и как? Добрым словом им можно только помочь, к большому сожалению. Понимаете, тут тоже, как Трамп говорит, я вот раздал оружие в Иран, раздал оружие, там еще. Вы понимаете, вот хорошие эмоции могут помочь. Вот сейчас одесситы, я больше чем уверен, вот эти люди, которые проезжали на машинах, останавливались, не просто ротозеяли, то есть, ну, там, рот раскрыли, а вот трехэтажным его, вот лежащему в морды, вот ему уже и легче стало. Вот уже и легче, вот уже немножко лучше. Надо... Вот вся Украина сидит сейчас в безвремени, она просто тупо ждет. Зеленский тянет время, хамит Трампу, издевается над переговорным процессом, а вот все нормальные люди тупо ждут, или сходят с ума, живут как последний день, смотрят, как все вокруг разрушается, как Хатинский замок, раз и отпал кусок стены. А надо же следить за ним, надо же каким-то образом как-то вот следить. Вот никто ничего не хочет. Никто ничего не хочет. Все хотят только вот, чтобы вот просвистел этот свисток. И вот смотрите, что нужно этим людям? Все устаканится. Будут много ярких событий, много идиотов, много заявлений, много столкновений. Вот эти ТЦКшники, вот эти там, они попереодеваются. Опять назад в бандитов. Будет беспредел. Но это будет лучше, чем вот эта война. И вот эти смерти. В любом случае лучше. Потому что есть возможность турнуть вот этого, который с нами ровно 7 лет назад избрался во втором туре и получил свои рекордные проценты. Так, смеются тут надо мной. Александр, вы курите между электронную сигарету. Мы за вами наблюдаем из ГРУ и переживаем. Но я ж не британец, понимаете. И не 2009 года рождения. Поэтому мне там уже, что там меня беречь. Да, это вчерашняя история была с незакончившимся эфиром. Так, значит, что у нас здесь в сообществе YouTube? Значит, в сообществе YouTube Александр. Сейчас родина там, где жопа в тепле, 20 лет прошло, брат 2, никаких изменений. Ну, отличный фильм был. Отличный фильм. Про нас. Такой культурный код подсказывает. Так, рубрика «Жди меня», Вячеслав Ковальков. Скажите, где Вигеринский? Ну, в Украине, в Киеве. Был на эфирах там у других коллег, по-моему, потом. Ну, он изначально, он же преподает, он занимается там... Или нет, не преподает. Преподает что-то, наукой же занимается. Вот он как бы ударился в науку. А время тяжелое, там сейчас особо... Ну, а что комментировать? Все сидят, ждут, понимаете? Все сидят, ждут. Глобально же в больших пределах по поводу Украины ничего ж не происходит. Засушили все. Выходят такие кулебы, кивают там вот это из-под очков и рассказывают нам, что да, ничего не будет, все будем воевать. А гайки все туже и туже. И даже вот эта вот система сейчас, которая получила удар катастрофический, а ее что же сейчас будут трясти и сказать, елки-палки, менты, а как вы нас защищать будете, когда условно там развернется фронт и пойдут нас что-то требовать? А вы тут даже вот одного деда не смогли, 58-летнего, справиться, пострелял, сука, народу. А нас как вы собрались защищать? Поэтому вот эта женщина, которая полицейский, которая не полицейский патрульный, она в конторе работает, ее просто отправили. И вот этот мужик, который бежал, на них сейчас будут по максимальной строгости, чтобы показательно нарушить, и куча будет этих закрученных гаек, как всех там доблестно задерживают каких-нибудь нехороших людей, бандитов, хотя плевать им было на этих бандитов. Поэтому там атмосфера тяжелая в любом случае.
Так, надежда есть надежда, что мы идем к завершению, я уверен. Я не из тех пессимистов. А вообще, нахрена тогда жить, понимаете? Если вы думаете, это все до 2030 года, а вы доживете до 2030 года. Жизнь такая, что если ты там на территории Украины или России, в любимых местах дронов, возле заводов, да или и не только, да и глубоко, в России там по-разному долетает и прилетает, и диверсии всякие бывают, и теракты, и все на свете, и внутри Украины такая же история, ТЦКшники и все, и за пределами, за рубежом. Кирпич, в конце концов, на голову может свалиться, а нам говорят, в 2030 году, что это за аналитика? На чем она основана? На каких-то бумажках, которые написали. То есть мы перекладываем с себя ответственности. Мы можем закончить войну, вот мы можем... Полицейских, видите, как, как под хвост вожжа, как попало этой ментовской системы Украины. Смотрите, как работать сразу начали. После этой такой жуткой трагедии, ужаснейшей трагедии. Но сразу засуетились, все забегали. Почему? Потому что народ весь охренел с этого. Только вот все и все вместе сказали, а зачем вы нам нужны? Почему вы едите и живете, присосались наши эти крохи, налоги, эту помощь, не воюете, гоните людей воевать, а вы даже элементарного деда не можете нейтрализовать быстро, по протоколам, чему вас вообще учат, нахлебники. То есть и сразу быстренько там того уволили, того поместили, правда там начальник этот департамента нацполиции советником стал, то есть там не совсем с системы ушел, неважно. То есть народ возмутился. Вот должно произойти что-то такое, чтобы уже плюнули и сказали, елки-палки, так нахрена нам эта война, заканчиваем. Отчасти это может быть гипотетически, когда нам выйдет НАБУ и покажет пленки Зеленского, где он об украинцах плохо отзывается. Вроде как есть такая запись, так, по крайней мере, гуляет информация, там по слухам. Кто-то слышал, кому-то передал, там рассказал, может, вброс. Но... Условно, если Зеленский на чисто русском языке, на записях материт или там плохо отзывается об украинцах, вот тогда все украинцы встанут и скажут, елки-палки, пошел вон, у нас тут война из-за тебя, у нас тут вот это все. То есть вот так. А Прагу вчера не назвали, она сегодня пришла. Да, спасибо большое. Почему в современном обществе многие зациклены на эгрегор, возраст, то есть эйджизм, но мало обращают внимание на генетическую предрасположенность к тем или иным видам деятельности и социальный бэкграунд? Потрясающий философский вопрос, Натали. Благодарю за его. Потому что возраст стал мерилом времени. Нас отсекли по временной петле. Нас отсекли по эпохе. Нам сказали, ты совок. Совок. А ты кто? А ты, ты какой-нибудь миллениал, зумер. Нас уже распределили, да, это рожденная при независимой Украине еще. То есть это сразу как бы тебя подчеркивает, да, кто ты, что ты. Ты помнишь пейджеры и тамагочи? Не помнишь, например, да, значит, это типа современное поколение. Или там, тоже в этом есть большая политика. А когда ты человека и меняешь его по способностям, но эти способности нужно иметь возможность где-то приобрести. Не в Лондоне за большие деньги, натыренные зачастую здесь, в колонии, в метрополии учиться. Не где-то там в этих всех соросятских, а вот конкретно, чтобы была лестница, были лифты, чтобы ты, парень из села, но талантливый, смог идти за обозом, пахнуть рыбой и стать там великим Ломоносовым. Нет вот этой, скажем так, таланту надо помогать, посредственность всегда пробьется. Вот и попробивалась посредственность. Так. Что сейчас с Киевской лаврой? Музей. Выгоняли монахов, повыгоняли. И все. Ага. Так. Есть ощущение, что от мира мы далеко, Александр спрашивает. Конечно, есть ощущение, что мир наступит внезапно. Вот у меня такое ощущение. И он так сразу все, как мир? Аж расстроится. Есть вот такое ощущение. Потому что, я думаю, вряд ли американцы, как там выражается один из известных
на российской стороне охранителей. Говорит, бровь надо только Трампу поднять, и Зеленский вылетит со своего кресла. А Европа вся сразу раз и к ноге хозяину. Просто у него нет этой цели. Его там навели эти израильтяне в Иран. Ну, с Ираном так не работает. Там хоть 2 брови поднимай, хоть все на свете. А тут ему бы резкость сюда навести, понимаете? Ну и вот и отвели глобалисты, в том числе с израильским лобби, вот сюда этим заниматься. Но они придут к физическому изнурению, истощению. Сейчас будет война дронов. Понимаете, дроны это, конечно, хорошо. Но то, что везде вот эти дешевые, удешевленные ракеты... Вдумайтесь, ракеты удешевленные, дроны копеечные. Это все признак того, что война меняется, да, но это и признак того, что нет денег. Нет денег. Поэтому дешевые дроны и дешевое мясо. Вот это вот вперед и все. А ПВО дорогого нет. Он же CNN сегодня написал, 50% улетело. Поэтому вот так и будет воеваться. И что останется на этой? Лунный пейзаж и какие-то полуразбомбленные вещи. Так, представители администрации президента Трампа провели тайную встречу, посвященную мобилизации избирателей Трампом на промежуточных выборах 2026 года. Лоиза, зачем вы написали мне эту новость? Тайная встреча? Так, справедливый мир? Нет, несправедливый, нормальный будет мир. Выйдет кто-то скажет, нормальный должен быть мир, несправедливый, нормальный. Так, значит... Почему Зеленский и его банда в наглую нарушают Конституцию Украины, а народ Украины к этому спокойно относится и не сопротивляется грубейшим нарушениям? Украинцы терпилы? Карасев говорил когда-то, что нет. Обстоятельства такие. Почему не нарушают? А что такое была Конституция? Ее не было такой вот культовой, она не стала культовой, этой Конституции, потому что записали все то, что ни хрена не исполнялось. Ни в 90-е годы, ни в нулевые, ни в плюс-минус там сытые десятые, чуть-чуть сытые, там где рост был и все остальное, а уж потом так и подавно. Изначально отношение к Конституции, это, понимаете, это вот пытались превозносить, типа как американская Конституция. Да нет, просто книжечка желтенькая. Не особо дорого было ее купить. Все там махали в политических шоу. Изучать-то ее никто и не изучал, потому что ценности не видели, потому что реальная жизнь, тяжелейшая же была жизнь в 90-х, там, да, в нулевых, там чуть получше где-то как-то, но тем не менее. Тяжелейшая была вот вообще весь период независимости. О какой Конституции мы говорим? Вот такое отношение к ней. Просто сейчас война, это глобальный проявитель, и вот и проявила, что это просто лишняя бумажка. Не было бы этой бумажки, может, быстрее бы и закончили, потому что не к чему было апеллировать. Типа, да, Зеленскому, что он чего-то гарант. Вот у нас на ничего такой гарант и появился. Никакой. Так, ребята, прекратите спамить, нормально задать вопрос, напишите на старте, сообщение выделится. Так, значит, за всю жизнь я понял только одно, что самое трудное делать добро. Спасибо и вам, Александр. Это точно. А еще доброе дело не остается безнаказанным. Это такая карма. Так... Доброе утро. Пью утренний кофе на Камчатке. Думаю, что страшнее, полыхающие вулканы и угроза цунами, или возможность Третьей мировой, или экономический коллапс. Бедные наши дети. Слушайте, а мы какие были? Тоже куча революций, распад стран, вот это все бедность, вот эти кризисы мировые. Да успокойтесь. И наводнение, и оползни, все на свете было. Войны не было, вот война была. А пандемия, ой, слушайте, еще хватит всем, и на нашем веку, и нашим детям, поэтому их надо правильно воспитывать и нести самое главное – любовь. Любовь им надо дать. А там дальше уже знания, это, конечно, потому что все-таки знания – это товар. Несмотря на то, что там все ходят и кичатся, смотрите, чат GPT, это энциклопедия там у тебя в кармане. Не-не-не, надо дать базовые знания. Надо научить правильно, доставать эти знания. Вот в чем вопрос.
Так, ну и хорошего кофе вам утреннего на Камчатке. Дети разберутся. Это да, дети разберутся. Салам из Дагестана. Вам тоже привет, Дагестан. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на нашем шуме. Всем добра и света. Доброй ночи.